Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Фронтиры что-то даже начинают как-то двигаться в преддверии 18-го обновления Нано-торпеда. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео. А вот теперь поехали. Отправляемся с вами в эту систему. У нас цель сообщества. Станция Клемент Орбитал. И сейчас я буду зачитывать вам цель сообщества для тех, кто находится не у компа. Нужны ресурсы для производства нового оружия, способного нанести серьезный урон титанам. В Aegis просят помочь с доставкой высокотехнологичной изоляции, ионных распределителей и электросетей в сборе на Клемент Орбитал. Профессор Ишмаэль Палин руководит проектом, концепция которого была ранее сформулирована РЭМТа. Представители Aegis опубликовали официальное заявление во всех средствах массовой информации. Теперь мы можем рассказать вам о результатах экспериментов, для которых РЭМТа нужны были реликвии стражей. Эти древние объекты на самом деле кристаллические суперкомпьютеры, которые передавали данные по информационным сетям стражей. РЭМТа предложил, что их превращение в неопознанные реликвии на поверхностных объектах торгоидов было вызвано активацией встроенного защитного механизма. Этот процесс, по его мнению, можно использовать для создания оружия. РЭМТа обнаружил, что при воздействии определенных электромагнитных частот реликвии стражей открываются и активируют кластеры микроскопических нанитов. Наниты агрессивно атакуют биотехнологию торгоидов, разрушая их на молекулярном уровне. Что более важно, наниты не реагируют на поля, отключающие технологии стражей, которые генерируют вихри. С помощью технических специалистов Aegis профессор Палин применил гибридную инженерию стражей для создания мягкой боеголовки, цель которой — доставка нанитов на объект. Броня нового оружия создана с использованием органических соединений из торгоидских шпилей, чтобы поле, отключающее технологии стражи, не могло воздействовать на торпеду во время полета. По мнению наших стратегов, это оружие способно нарушить работу систем теплового регулирования Титана, вызвав тем самым внутренние повреждения и в конечном итоге даже полное его разрушение. Мы приступили к массовому производству наноторпеды Стражи и ее зенитной установки. Чтобы построить достаточное количество торпед для одновременной атаки на 8 торгоидских кораблей-маток, нам нужны дополнительные ресурсы. В дополнение к уже предложенным наградам, подходящие под условия, участники получат подарочные модули, и награды у нас суммируются. Лучшие 75% набор для усиления корпуса 4D с укрепленными модификациями 5 уровня, и лучшие 50% набор усиления корпуса 5 размера. Ну и еще теплоотводные катапульты высокой емкости от РЭМТа. Кампания начнется 15 февраля и продлится 11 дней, что удивительно, а не обычно неделю. И если, мои дорогие, вы устали от темного космоса и хотите что-то веселенькое, добро пожаловать на мой бусти, где мы смотрим всякое. Ссылочка в описании и, конечно же, вход бесплатный. Ионный распределитель здесь будет купаться станции за 11 800. Электросеть в сборе за 13 300. Высокотехнологичная изоляция за почти 30 тысяч. 11 дней неспроста, потому что в конце этого месяца мы ожидаем, друзья, 18-е обновление, а в 18-м обновлением сможем уже биться с торгоидскими титанами и вынести их. И как раз таки эта CS-ка даст нам такую возможность, мы получим ту самую наноторпеду. Наконец-таки, друзья, с торгоидами будет покончено. Не будет больше этой духоты, которая всех достала. Ну, я не знаю, если прям такие ярые фанаты, которые, не знаю, 2 года уже без остановки бьются с торгоидами, честно, мне это уже поднадоело, как и большинству, я думаю. И, наконец-то, с помощью этих наноторпед можно будет разобраться с торгоидскими титанами, с торгоидским вторжением, с торгоидской войной будет покончено. Далеко ходить за тем, что они могут вести, не нужно. Тот же самый Salvation, который оцифровал себя в машину на основе технологии стражей. Уже можно растянуть это на год, а то и на 2 фронтиры такое могут. Также не стоит забывать про 19-е обновление, которое у нас будет летом. И там будет новый Powerplay. Это все, что связано с галактическими державами, захватом территории и так далее. Все будет переработано кардинально. И введение новой функции после этого обновления, которой раньше не было вообще в элитке. И есть сливы, то что это будут постройки наземных баз. Но это никакая не подтвержденная информация, такое можно отснять как угодно, написать в блокнотике что угодно и сказать, что это датамайн. Поэтому я это и не рассматривал на видео для вас.
А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, ну и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи и увидимся в космосе.